Солнце едва успело сесть над золотистым горизонтом Парижа, как воздух вокруг отеля «Отель де ла Марин» наполнился электризующим ожиданием. Папарацци выстроились вдоль мощенных улиц с камерами наготове. Их объективы сверкали под городскими огнями. Шепот пронесся по толпе, словно лесной пожар. «Он здесь! Тэхьон здесь!» Ким Тэхьон, более известный во всем мире как Ви из BTS, только что прибыл в город моды, и время словно остановилось на мгновение. Тысячи поклонников собрались. Многие держали плакаты с надписью «Ви», «Муза» и «Король Селин возвращается». Ликование эхом разносилось по историческим улицам, смешиваясь со щелчками фотоаппаратов и ритмичным скандированием «Тэхьон!». В элегантной черной кожаной куртке, узких брюках и ботинках Селин Тэхьон воплощал непринужденную эстетику бренда. Каждое его движение казалось обдуманным. Сочетание элегантности и бунтарства, грации и уверенности. Выйдя из машины, он одарил всех той самой фирменной квадратной улыбкой, которая могла растопить сердца на всех континентах. Буквально через несколько минут Тэхьон в Селин стал мировым трендом в X, ранее Twitter. За ним последовали Селин Кинг Ви и «Париж останавливается для Т». Модные журналисты Звог, Harper Bazaar и GQ все были на месте, и каждый из них восхищался тем, как 28-летний айдол вновь превратил простое появление в момент всемирного восхищения. Для многих это было не просто появление, это было культурное событие. Сама площадка сияла парижским величием, но все взгляды были прикованы к одному человеку. Тэ не просто присутствовал на мероприятии, он был его хозяином. Одетый с ног до головы в последнюю коллекцию Селин, он сочетал в себе мужскую изысканность нотками рок-шика, идеально отражая креативное видение бренда Эдди Слимана. Когда он вошел в зал показа, в зале воцарилась тишина. Знаменитости со всего мира, актеры, модели и музыканты не могли не обратить на него внимания. Даже среди элиты мира моды Тэхьон обладал неоспоримой аурой, которая приковывала к себе внимание, хотя сам его и не просил. Один из известных редакторов Vogue Париж шептал коллеге: «Он не просто носит Селин, он им становится». Его естественная осанка в сочетании с загадочной улыбкой и уверенностью в походке воплощали все, что символизировал Селин Слимана – молодость, бунтарство, искусство и неприходящую красоту. Когда свет на подиуме погас и в воздухе зазвучала музыка, Тэхьон внимательно наблюдал за ним. Его лицо оставалось спокойным, но сосредоточенным. Камеры время от времени ловили его едва заметные одобрительные кивки. Небольшой жест, но достаточный, чтобы привести армию в восторг в интернете. Позже тем же вечером Слинан лично приветствовал Тэ. Они обменялись теплым рукопожатием и коротко поговорили, что многие фотографы пытались запечатлеть, но мало кому удавалось запечатлеть. Модные инсайдеры предполагали, что эта встреча намекала на что-то более глубокое, возможно, на будущее сотрудничество между иконой кей-поп и французским люксовым домом. Как только фотографии Тэхьона попали в интернет, мир сошел с ума. В течение часа хэштеги «Тэхьон Селин», X Paris Fashion Week и Селин Бой стали доминировать в мировых трендах. Его фотографии собрали миллионы лайков в Instagram, X и TikTok, побив рекорды по вовлеченности, обычно фиксируемые для целых модных компаний. В TikTok фанатские видео, где Тэхьон входит в зал под зажигательный джаз или фоновую музыку из кино, стали невероятно популярны. Некоторые клипы набрали более 50 миллионов просмотров всего за сутки. Модные критики хвалили его непринужденный стиль, а фанаты писали проникновенные массажи, в которых описывали, как они гордятся его успехами как артиста и иконы моды. Один фанат прокомментировал: «Тэхьон не просто посещает неделю моды, он ею владеет». Другой написал: «Парижская неделя моды стала неделей моды Тэхьона». К ним присоединились даже знаменитости. Несколько голливудских актеров и моделей сделали репост его образа, назвав его лицом современной элегантности. Модные журналисты поспешили опубликовать эксклюзивные статьи под заголовками «Почему Тэхьон является главной музой Селин?» и «Идол, который переопределил моду класса люкса». Влияние не ограничилось социальными сетями. В Сеуле крупные телеканалы выпустили новостные сюжеты о его внешности, обсуждая его глобальное влияние и то, как его модные образы продолжают поднимать индустрию кей-поп на международный уровень. Независимо от того, был ли он одет в свободный блейзер или простую белую рубашку, всегда чувствовалась глубина, словно каждый наряд рассказывал историю.
«Он ведет себя как поэт, одетый рок-звездой», сказал один из модных аналитиков Эль Корея. И действительно, именно это выделяло его. Тель не пытался быть кем-то другим. Его аура исходила от того, что он был самим собой. Это редкое сочетание скромности, загадочности и артистизма сделало его не только мировой суперзвездой, но и символом индивидуальности в мире, одержимым трендами. Поклонники по всему миру начали вспоминать его прошлые модные моменты, от памятного показа Celine Men's Show в 2022 году до его фотосессии для обложки Vogue Korea, которая когда-то побила рекорды предзаказов. Каждый из этих моментов, включая последнее появление в Париже, был частью более масштабной истории – эволюции Тэхёна из айдола K-pop в мирового лидера моды. После показа Тэхён был замечен на частном ужине с несколькими известными дизайнерами и фотографами. Сообщалось, что атмосфера была расслабленной, интимной и наполненной смехом. Несмотря на вспышки фотокамер и постоянное внимание, близкие ему люди отметили, что Тэхён оставался, как всегда, спокойным и уравновешенным, вежливым, теплым и глубоко вдумчивым. Один из гостей ужина поделился с GQ France: «Больше всего меня поразила не его слава, а его искренность. Он больше слушает, чем говорит. Но когда он это делает, все слушают его». Даже в частной жизни он излучал то самое притягательное присутствие, которое так любят фанаты. Обсуждая музыку, искусство или фотографию, он вел себя сдержанно и мудро. Неудивительно, что творческие люди из разных сфер тянутся к сотрудничеству с ним, не только из-за его звездного статуса, но и из-за его подлинного артистического духа. Ближе к вечеру Тэхёна фотографировали, когда он смотрел на парижский горизонт, на Эйфелеву башню, сияющую вдали. Это изображение, позже опубликованное в интернете, стало одним из самых знаковых снимков мероприятия, мятежным напоминанием о том, что за блеском и гламуром стоит молодой человек, который продолжает вдохновлять миллионы, просто быть самим собой. Есть селебрити, которые входят в комнату и шумят. Есть те, кто входит в комнату и молчат. Те, кто притягивает к себе взгляды всех без единого слова. Тэ принадлежит к последним. Его присутствие на Парижской неделе моды было не просто физическим, это была магнитная энергия в движении. Даже в окружении самых громких имен мира моды его спокойствие и самообладание бросались в глаза. Ему не нужны были преувеличенные жесты или привлекающие внимание выходки. Его энергия говорила сама за себя. Как сказал один фотограф, когда Тэ проходил мимо, даже вспышки, казалось, замедлялись, как будто все хотели идеально его запечатлеть. Такое негласное владение пространством встречается редко, особенно в индустрии, которая процветает благодаря ярким визуальным эффектам и смелым заявлениям. Но сила Тэ кроется в тихой уверенности, той тонкой, но неоспоримой харизме, которая говорит сама за себя. Когда он улыбался, воздух смягчался. Когда он смотрел прямо в камеру, казалось, что весь мир затаил дыхание. В тот момент он был не просто знаменитостью, он был настоящим событием. Мода давно определяет мужественность в строгих рамках – сильный, доминирующий, несгибаемый. Но Тэхён переосмысляет это определение каждым своим нарядом, каждым жестом и каждым моментом, когда он оказывается в центре внимания. На показе Celine он был одет в изящную шелковую рубашку под сболькой кожаной курткой, стирая грань между мягкостью и силой. Его аксессуары, тонкие серебряные кольца и минималистичные серьги создавали идеальный баланс между смелостью и элегантностью. Этот образ не был попыткой вписаться в существующий шаблон, а созданием нового. Подход Тэхёна к мужественности текуч и приземлен. Он ценит бесоту, искусство и эмоции, черты, которые раньше часто считались женскими, и органично вплетает их в свой публичный образ. Он умеет излучать силу без агрессии, элегантность без хрупкости, уверенность без высокомерия. Эта двойственность делает его вневременным. В его присутствии традиционные гендерные границы стираются. Вместо этого остается чистая экспрессия – природная, прекрасная и честная. Модные критики из Esquire и Vogue отметили, как стиль Тэхёна бросает вызов устаревшим нормам индустрии. Его влияние, написал один журналист, не только в одежде, но и в свободе. Он представляет поколение, которое отказывается быть определенным.
Он одновременно и муза, и послание. Красота и сила могут сосуществовать.